Всем привет, друзья! Сегодня я покажу, что можно сделать из старых и ненужных носков. Казалось бы, это просто носки, но из них можно сделать дизайнерские вещи. Я отрежу от носка резинку. Далее разрежу по пятке, затем пополам, и от получившейся детали отрежу вот такой квадратик, примерно 10 на 10 сантиметров размером. То же самое я сделаю со второй частью носка. Из одного носка у меня выходит два квадратика. И таким образом я разрезала вот эти носки. Итак, вот что получилось, вот такая куча квадратиков. Далее нам понадобятся джинсы, я взяла старые и ненужные, и отрежем от них одну штанину. Это будет основа для нашего коврика. Разрежу эту штанину по внутреннему шву. И вырежем прямоугольник размером 60 на 40 сантиметров. И вторую штанину мы разрежем на полоски по 5 сантиметров. Готово. Далее нам необходимо будет к основе пришить одну полоску шириной 5 сантиметров вот к этой стороне. На 1 сантиметр от края. Готово. Далее выворачиваем на изнаночную сторону, отглаживаем и начинаем первый ряд нашего коврика. Я прикреплю для удобства защипами. И берем наши квадратики, складываем пополам вот таким образом, и еще пополам, и получаем треугольнички, и прикладываем их к полоске. Один за другим и прикалываем. Готово. И пришиваем эти треугольнички на 1 сантиметр от края вот таким образом. Готово. И далее мы закрываем первый ряд треугольничков следующей полоской из джинсы, подворачивая ее на 1 сантиметр, прикалываем к ряду. Все швы получаются закрытыми. И прошьем эту полоску на 1 мм от края. Вот таким образом. И дадим вторую строчку посередине полоски. Готово. И таким образом прошиваем весь коврик.
Итак, готово. Все треугольнички мы пришили. Посмотрите, как аккуратно смотрится, все швы закрыты. И далее нам остается только обрезать лишнее с боков и обработать края. Тот край, откуда мы начинали, у нас уже обработан. Нам остается обработать нижний край, подворачиваем 2 раза вот таким образом и прошиваем на 1 мм от края. Бока мы обработаем этой же бейкой, которая у нас 5 сантиметров из второй штанины была нарезана. Вот таким образом лицом к лицу пришьем сначала на 1 сантиметр. Затем сложим и подвернем. И прошьем на 1 мм от края. Итак, друзья, наш коврик из ненужных носков и старых джинсов полностью готов. Посмотрите, какой необычный яркий коврик получился. Он очень прочный, толстый и надежный. Его можно легко стирать, вытряхивать. Я буду его использовать в прихожей. Коврик получается очень аккуратным, все швы закрыты, ниток никаких не торчит. Очень прочный и долговечный коврик. Друзья, от этой идеи у меня осталось много обрезков, и в следующем видео я покажу, как их полностью утилизировать и 2 необычные идеи использования старых и ненужных носков. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал, и всем хорошего настроения и до новых встреч. Шейте и носите с удовольствием.